Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый енот. Сегодня мы вам покажем, как меняется шнек на термопласт-автомате. Андрей, зачем шнек менять в термопласт-автомате? Шнек меняется для дефектовки, если какая-то неисправность в нем замечена. Потом меняется для замены самого шнековой пары на другой тип, для других пластиков. Бывают случаи, что налипает материал на шнек, его надо очистить. И для удаления каких-то инородных предметов, то есть, например, там металл какой-то попал вместе с материалом. Он должен быть нагрет, правильно? Или для начала, да, он должен быть нагрет. Там всегда есть какой-то материал, остатки, да, их нужно нагреть, чтобы они стали пластичными, чтобы шнек... Это нужно для того, чтобы отсоединить шнек сам от гидромотора. Потому что если, то есть, там не будет материала, он будет легко ходить. А гидромотор посажен очень плотно со шнеком, и ему будет очень легко двигаться вместе со шнеком. А что нам потребуется для замены? Для замены нам потребуется набор шестигранников, разводной ключ, ударный и накидной ключ для откручивания сопла, ну и какой-то рычаг. А помощник, кромбалка? Помощник желательно. Кромбалка, если просто вынуть шнек на маленькой машине, то не обязательно. До какой машины можно без кромбалки менять шнек? Где-то до 320, дальше уже будет тяжело. Начинаем снимать защитный кожух гидромотора, чтобы у нас появился к нему доступ. Далее мы снимаем защитный кожух самого сопла. Для этого откручиваем стопорные шестигранники, снимаем сам кожух и выкручиваем сами направляющие. Это были стопорные шестигранники, да? Да. И снимаем сами направляющие. После того, как мы сняли защитный кожух сопла, мы снимаем защитный кожух на самой материальной паре. Эта процедура, Андрей, она одинакова на всех типажках, на разных марках машин? На комплектации Optima в данном случае еще стоит нижний кожух, на стандартной комплектации его нет, то есть только верхний. А на машинах других брендов ну, это все похоже? Ну, плюс-минус, да, все одинаково. После того, как мы сняли защитный кожух самих нагревателей, мы проверяем положение самого шнека. Он должен у нас быть максимально пододвинут к соплу, то есть чтобы там был материал. И отключаем сам нагрев для дальнейшего отключения нагревателя. Какой должна быть температура шнека, прежде чем нагрев включаем? Температура шнека должна соответствовать температуре плавления материала, который в нем есть. Он должен быть выше, чем плавление? Да. Пододвигаем шнек до такого положения, чтобы мы имели доступ к болтам, которые нам надо будет откручивать в дальнейшем. После того, как мы пододвинули шнек, отключаем мотор и нагрев. Далее мы можем приступать к снятию нагревателей на самом шнеке. Нам нужно будет снять первый нагреватель и второй нагреватель, а также снять саму термопару на первой зоне, потому что она нам будет мешать откручивать фланец. Вот этот вот болтик сверху торчит, это что такое? Это
кожу. Защитные сюда крепятся. Понял. После того, как мы ослабили нагреватели, можем приступать к их отключению. Перед этим проверить на них обязательно питание приходит или нет. Питание тоже нет. Термопара, да? Да. После того, как мы сняли нагреватели, приступаем к снятию сопла. Достаточно два крайних снять нагревателя, больше не надо. Да. Надеваем ударный ключ, начинаем откручивать против часовой стрелки. Пошла? Угу. После того, как сняли сопло, приступаем к откручиванию самого фланца. Это что у тебя в руке? Это фланец. Его необходимо снимать, чтобы сопло вышло вперед. Там уже теперь видно шнек, да? Да. Вот его наконечник. После снятия самого фланца приступаем к разъединению гидромотора и шнека. Гидромотор и шнек соединен двумя полукольцами. Так, ты снял полукольцо, Два полукольца. которое... Фиксируют гидромотор и шнек, соединяют. Ага, то есть справа это гидромотор, а маленький цилиндр это шнек, да? Да. Ждем, когда остынет у нас, застынет сам материал и шнек вместе. А сколько ждать, до какой температуры, как это понять? Ну, где-то градусов 50, чтобы затвердел сам материал в материальном цилиндре. Угу. А сколько это займет? Ну, смотря тоже от объема шнек, какой, насколько он большой, сколько в нем материала. То есть, ну, где-то полчаса точно. У нас остыл материал, теперь мы отсоединяем сам гидромотор. Как видим, гидромотор у нас отходит назад, а сам шнек у нас стоит на месте. Замечательно выходит. После разъединения гидромотора необходимо снять вот эту шпонку для того, чтобы у нас шнек мог выйти вперед. После того, как мы удалили шпонку, мы снова нагреваем материальный цилиндр. Перед тем, как нам включить сам нагрев, необходимо нам изолировать концы нагревателей, которые мы отсоединили здесь, и выключить автомат 1, который у нас идет на нагрев первой зоны. После этого можно включать нагрев. Теперь можно включать нагрев. Теперь ждем, когда нагреется, да? Да. Сколько это? Минут 15-20? Да, минут 15.
Так, всего прошло 15 минут, да? Или еще не прошло? В принципе, да. Это мы кроме первой зоны смотрим, да? Да, первая зона у нас отключена. Первая зона включена, остальные зоны имеют нормальную температуру. Это значит, что мы можем делать что? Вынимать шнек вперед. Подставляем брусок и начинаем пододвигать сам гидромотор. Мы ставим брусок между шнеком и гидромотором, получается. Да. И начинаем двигать гидромотор, чтобы он давил на шнек. Да. А без бруска шнек просто бы туда провалился, да? Ну да, он с посадочное свое отверстие. Ну, как легко идет. Так и что, он там сейчас должен вылазить, да, оттуда? Да. Вот вылез шнек, да, у нас? Да. Так. Это чтобы дальше шнек туда выдвинулся, да? Нет. Да, давай. Теперь сейчас попробую его вытащить вперед. Горячий? Не особо, он уже подостыл. То есть у нас получилось так, что шнек упирается в плиту и не вылазит до конца, да? Да. И вы хотите убрать толкатели, да, центральный? Ну, центральный, да, сейчас выкручу. Чтобы там отверстие освободилось, и шнек туда ушел, да, вглубь? Да. А бывает, что шнек вылезает, да, между плитами помещается? Да. То есть сейчас у нас начинаются танцы с бубном, чтобы шнек каким-то образом вытащить, чтобы он не упирался в плиту. Убрали толкатель, места все равно не хватает. Сейчас у нас оптимальный вариант — это отсоединить узел впрыска, да, чтобы отодвинуть его подальше. Да. Отодвигаю саму каретку. Все, до конца подвигали? Да. Давай, можно. Так, что у нас, победа? Да. Все, операция по Удалению извлечению шнека выполнена. успешно завершена. При замене наконечника шнека обратите внимание, то, что он откручивается по часовой стрелке. На нем стоит левая резьба. То есть сейчас теперь мы производим дефектовку шнека, да, если мы его дефектовали, либо берем новый шнек, либо другой шнек. Но мы в данном случае берем тот же самый шнек. В нашем случае, да. В методических всё целях. нормально. И И ставим все, его на собираем в место. обратную последовательность. Я закручиваю обратно цилиндры. Теперь засовываем шнек в материальный цилиндр. Руками? Да. Соединяем шнек с гидромотором. И смотрим на гидромоторе, чтобы шпонка вошла в свой паз. Если у вас шнек повернут не так,
как гидромотор, можно просто провернуть сам гидромотор. Попал, да? Отодвигаю теперь гидромотор со шнеком, чтобы мы могли надеть полукольца и закрутить. Чтобы места было больше? Ну да. Что теперь прикручиваем? Теперь, да, все полукольца. Прикручиваем все полукольца. Так, полукольца стоят. Теперь начинаем прикручивать сам фланец. Давай. Если вы давно не откручивали фланец или у вас там все прикипело, то рекомендуется еще болты смазать медной смазкой. Именно медной смазкой? Можно не медной, там высокотемпературной, главное. После установки фланца приступаем к установке нагревателей. Устанавливаем на место термопару. И устанавливаем обратно сопло. После этого приступаем к подключению самих нагревателей. Тут плюс-минус нету. 220. Переменный ток. Можно путать местами. Далее надеваем защитный кожух нагревателей. Приступаем к установке защитного кожуха сопла. Далее приступаем к установке защитного кожуха на гидромотор. Мы закончили снятие и обратную установку шнека на термобласт автомат. Обязательно при выполнении таких работ соблюдайте требования безопасности. Все работы старайтесь проводить на выключенном нагреве и моторе, дабы избежать каких-то последствий. В целом, можно сказать, что замена шнека – это такая операция не то чтобы сложная, но требующая определенной сноровки и такой-то матери в каких-то отдельных операциях. Да.
С вами был канал Пластмассовый енот, и в этом выпуске мы научились менять шнек на термопласт-автомате. Если видео было вам полезно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.